Всем доброго дня. Друзья мои, если вы хотите более-менее, говорю более-менее, потому как я не все рассказала о себе. Вы знаете, я не так долго живу на этой земле по сравнению с другими. Но мне дали столько испытаний, что я даже не знаю, почему мне столько дали. Наверное, закаляли, другого объяснения нет. Было время, когда я чувствовала себя невезучей, неудачницей, хотя другим помогала. Силы значительно позже дали мне возможность помочь себе самой. И я теперь понимаю, почему. Для того, чтобы я поняла каждого человека, нужно было меня просто окунуть во все тяжкие, которые существуют на земле. У многих людей трудная судьба. Многие люди сами виноваты в том, что у них в жизни происходило. И не из-за выбора человека, который жил рядом, или смене места жительства. Не из-за этого. Просто многие люди употребляли различные запрещенные вещества, пили. И, естественно, рано или поздно все должно было так и закончиться в их жизни. Но в моем случае оно случалось сами, то есть само. Приходило это зло от моего окружения, от людей, которым я сделала очень много добра, очень много помогла. Вот от этих людей это зло исходило. Я перечислю несколько видео, которые вы можете посмотреть на моем канале. Это для новичков, чтобы составить общую картину. Поскольку я решила издать книгу о себе, о своей жизни. О себе это громко звучит. О своей биографии. И, может быть, многим людям это поможет по-другому жить. Не совершать мои ошибки. И значительно лучше учиться на чужих ошибках, конечно, чем свои делать. Это безусловно. Вы можете посмотреть, как разрушился мой брак. Мой видеоролик. Боль, которая не проходит. Об этой боли я еще немного расскажу и сейчас. Боль, которая не проходит на втором канале. Не уходи раньше времени. Тоже на втором канале. Мой ад в Москве. На основном канале. Крик из раненой души. Не буду молчать. На основном канале. Сегодня я хочу немного рассказать, потому что полностью и объемно рассказывать свою жизнь. По сути, вся моя жизнь – триггер. Я немного говорила о своем втором ребенке, у которого даже могилы нет. Я родила его ближе к 30 годам. Мне бы хотелось, чтобы о нем было рассказано как о живом человеке, а не как о каком-то маленьком таком происшествии. Потому что для меня это была трагедия вселенского масштаба и остается. Просто я научилась этой болью жить. Он мне иногда снится. Не вижу лица, но часто снится. Почему-то дорога, он по ту сторону дороги всегда стоит маленький. Несколько лет, наверное, 3 года, вот так. Еле стоит на ногах, дрожит, трясется и
машет ручкой и кричит оттуда: «Мама!» Это резко. Мне даже иногда бывало, что я вскакивала, потому что рядом кто-то так резко крикнул. Мой старший сын, он не так говорит, он по-другому. У него такая тональность «мам», а вот здесь «мама». Совсем по-другому. Я бегу, чтобы перейти дорогу, и он исчезает. Одно время, когда только это случилось, рассказываю без слез и сентиментальности, потому что если я хочу донести это людей, я могу донести только тогда, когда я это перенесла и пережила. Я об этом говорила. Никогда не рассказывайте о своей беде, когда вы проходите эту беду. Не потому, что люди плохие, нет, почему? Есть очень много сочувствующих людей, но вот в этот момент сочувствие, оно вам помешает быть сильным. Знаете, так, расклейтесь. Будете плакать, реветь, станете еще слабее. Надо это пройти, потом рассказать как пример, что было, чтобы потом какая-нибудь тварь не сказала: вот, она снимала, чтобы ее все тогда пожалели. А тут уже жалеть не о чем уже. Достаточно много лет прошло. Да. Значит, не помню, кто сказал, что трагедия женщины состоит либо в отсутствии красоты, либо когда кроме красоты нет больше ничего. И статистика показывает, что уходят добровольно с этого мира в основном красивые женщины. Очень красивые женщины. Женщины, у которых природная красота. Ничего не надо. Ни ресницы приклеивать, ни парики на себя нацеплять, ни какие-то линзы разноцветные кукольные ставить и клеить ногти. А именно природная красота у этих женщин. Красивая женщина вызывает такие звериные желания у мужчин. И некоторые для того, чтобы добиться своего, идут на насилие, некоторые на манипуляции. У кого интеллект ниже, он пытается взять умором, знаете, угрозами, страхом, подавлением. У кого немножко хитрости больше, тот обещает жениться. Я уже прошла достаточный опыт в жизни на тот момент. Это нормально, ничего тут такого нет, когда ты молода еще, и ты хочешь создать семью. У тебя нет желания шляться туда-сюда и по ночам ездить и не возвращаться. Никогда в жизни такого не было. Никогда я своего ребенка ни с кем не знакомила, пока я до конца не пойму и не буду убеждена в том, что это человек серьезный. Только один раз, он еще был очень маленький, нам богатенький дяденька взял билеты в цирк. Ой, такая наивность. Сейчас вот вспоминаю. Я даже не понимала, почему я думала, что он влюбился, хороший человек. Какие же мы дуры, вот честное слово. Сейчас вспоминаю это все. В голове кручу. Ему-то нужно было совсем другое, а я-то думала, что там серьезные какие-то отношения. И мы после цирка пошли куда-то там. Детские эти развлекательные центры только начинали строить. Все туда шли. Кто знает Волгоград, там последняя трамвайная остановка. Называется «Детский мир». И прям недалеко здание цирка, большой супермаркет и прочее.
куда мы, собственно, и пошли. И мне показалось, что он хорошо относится к моему ребенку. Ему какой-то подарок подарил и так далее. И когда он мне сказал: ты его сегодня заберешь домой, я оставалась, я там жила, работала, то есть приезжала, работала, оставалась, у меня было где остаться временами. Поэтому я ребенка возила иногда к себе туда. И когда он сказал вот так, знаете, его, показав так глазами, я увидела в его глазах такой неприятный, злой такой блеск. Знаете, мне прямо аж охладело все внутри. Я поняла, что мой ребенок для него обуза. С таким отвращением каким-то сказал, мол, Ива, заберешь сегодня? У него были совсем другие планы, наверное, на меня, не знаю. И ребенок ему мешал. И я сказала: нет, я никуда его не заберу, он останется со мной на выходные. Потом поедем вместе домой. У меня как раз этот контракт заканчивался, я там преподавала на месяца 2, что ли. Я все время замещала кого-то, нормальной работы тогда невозможно было найти. И уехали, да, попрощались, все, и больше я с этим человеком вообще ничего общего иметь не хотела. Звонил он, мне было это неинтересно. Были другие какие-то встречи. Есть желание создать семью. Был такой дяденька, его даже по телевизору показывали. Очень известный следователь в Волгоградской области. Но я не видела у этих людей желания стать отцом моему ребенку. Знаете, я понимаю, что это чужой ребенок, и у мужчин есть это соперничество, у женщины есть материнское чувство. Она особо там не задумывается, она, нормальная женщина, она не будет день и ночь вспоминать прошлое мужа, ревновать и так далее. Наоборот, у нее есть сострадание, сочувствие к этим детям, особенно если там мать не очень удачная, то приходят и дружат с мачехой. Мой пример, например. Но у мужчин совсем по-другому. Они видят в этом ребенке напоминание о другом, который был до него. Но я считаю, что нормальные мужчины, если у них есть мозги, они понимают, что у каждого человека есть прошлое, у них есть прошлое. Они к этому относятся с пониманием. Но мне это не нравилось, и я не хотела. Я не хотела быть рядом с тем, для кого мой ребенок будет чужим и обузой. Понимаете? Бывают случаи, когда мужчины любят детей с первого брака. Бывают замечательные отчимы. Но это очень большая редкость. За последние годы столько слышу нехорошего насчет семьи, особенно если там девочка. И где матери просто закрывают глаза на это все. Я не считаю, что женщина, которая просто родила, выполнила свои природные функции, может стать матерью. Мать – это духовная близость. Ребенка родить физиологически мало. Его нужно еще и душой родить, понимаете? Это должна быть часть твоей души. Он должен быть частью твоей души. И так получилось, что мне встретился человек, который показал себя с лучшей стороны. Потом ребенок тянется. Ребенку нужен отец. Это не просто слова. Но я не люблю, когда тупые бабы используют это выражение для своей выгоды. Говоря о том, что ребенку нужен отец, живут с алкашами. И вот моя лекция «Детство в аду» как раз про это. Они живут с конченными тварями, мотивируя это тем, что ребенку же нужен отец. Нет. Просто это самки похотливые, которым без секса просто не жить.
И они думают, пока я найду другого партнера, пока у меня еще кто-нибудь появится. Вот тут штаны, ну, перетерплю как-нибудь. Потом вырастает ребенок. Он загнанный, забитый, агрессивный. Он начинает кидаться на отца. Он начинает требовать ответа у матери. Матери это не нравится. Не хочется ей расставаться со штанами. Держится зубами и всем, чем может. И в итоге дети сбегают кто куда. И создают не очень удачные семьи. Потому что пример семья, откуда они вышли, он, к сожалению, сопровождает их всю жизнь. Сыновья также пьют, дочери также находят алкашей и так и живут. Очень редкий случай, чтобы дети могли разорвать этот порочный круг. Очень-очень редкий случай, к сожалению. Я, анализируя свою жизнь, понимаю некоторые вещи. Во-первых, что я не осознавала свою красоту и внешность. Я не осознавала. Вы думаете, красивые люди ходят и каждую секунду говорят: ой, я красивая, я же красивая, я же как красивая женщина, я же должна. Абсолютно мы живем. Если бы нам кто-то сказал, что это нам дали поносить на время, то да, как говорят, если бы молодость знала, если бы старость умела. Если бы нам сказали, что это временно, ты не думаешь, что это навечно, может, мы бы стали особенно ценить. Но мы жили и жили. Ну, я какие-то необычные взгляды в свою сторону всегда оценивала как... То есть расценивала как я некрасивая до такой степени, что на меня смотрит, думает, какая уродка. Я вам серьезно говорю. Потому что мне в семье так внушили, что я тупая, что я уродливая, что я дура. Ну, в общем, постоянно это было, и поэтому у меня было полное ощущение того, что я ужасно выгляжу. Один раз иду по улице, где там набережные, в Волгограде есть огромный магазин «Минск». Не знаю, как сейчас называется. Зеркальная просто стена. И я иду, и напротив идет, мне навстречу идет девушка. Черные волосы, такая вся из себя. И я подумала, вот если бы у меня была такая красота, я бы совсем по-другому жила свою жизнь. Я подхожу и понимаю, что я иду навстречу зеркалу. Понимаете? Я тогда поняла, какая ж я дура. Как же можно верить тому, что тебе говорят, с целью тебя унизить? Потому что униженным человеком, человеком с низкой самооценкой управлять очень легко. Подавлять человека и потом делать с ним все, что хочешь, очень легко. Но мне так получилось, и не только у меня. Мне не повезло с родителями. Я эту любовь искала везде и всюду. Есть в армянском языке слово такое «антерютюн». Вот прямого перевода нет. Беспризорность, бесхозяйственность, не имеющий над собой покровителя, бездомность, обездоленность. Вот все это входит в это слово, но оно более страшно звучит. Это ненужность. И все женщины, которые меня слышат, хочу вам сказать, не надо себя винить и сжирать из-за того, что в вашей жизни вот такое было, что вы встречались, что вас обманывали, что кидали на произвол судьбы, что мужья били, издевались, и вам приходилось уходить. Это все из-за этого слова «антерутюн». Понимаете, они видели, что вы никому не нужны, что нет ни брата, ни отца за вашей спиной, ни матери, которая придет, башку оторвет, если вдруг узнает, что ее ребенка избили. Они видели, что за тебя некому заступиться.
Вот про рыцарей, то есть мы не будем говорить, потому что рыцарей уже давно нету. Если были среди них благородные, они потомство не оставили. Про остальных чрезмерно романтично это все. Это очень редкий случай, когда мужчина понимает, что женщина нуждается в его покровительстве, защите, и он становится ему просто, то есть ей, извиняюсь, и отцом, и другом, и братом, и покровителем, и мужем, и всем на свете. Это редкий случай, когда мужчина проявляет себя как человек. Чаще всего мужики очень хитрые, продуманные, очень хитро сделанные, расчетливые создания. Вот у тебя за спиной хорошая родня, он будет к тебе замечательно относиться. Нету и видит, что тебя никто не защитит, то будет делать с тобой все, что угодно, потому что знает, что ему за это ничего не будет. Вы думаете, а почему они бьют жену, ребенка, если уж они такие настоящие мужчины? Потому что знают, что жена и ребенок не дадут отпор. На улице почему не кидаются при людях? Потому что знают, что там есть мужики, могут набить ему морду. Они воюют с теми, кто, знаете, априори не даст ответа. Они знают, что там их победа неизбежна. Там некому заступиться. Я не говорю, что все мужчины такие, это было бы неправильно. Есть великие мужчины в этом мире, были, есть и будут. Великие люди и замечательные, великодушные люди. Мой дед был замечательный человек. Его всю жизнь моя бабушка вспоминает добрым словом, и его дети в том числе. Другой дед был хороший человек. Он, правда, пьющий был человек, но он был абсолютно безобидный, он мухи бы не обидел. Бабушка моя больше его пилила, и он на все отвечал с юмором, со смехом, с какими-то прибаутками, шутками. Он не был абсолютно злобный человек. Вот пример хорошего мужчины. Они, конечно, есть, но я говорю о своей жизни. И до этого случая, и после этого случая, в этих исканиях любви не похоть удовлетворить, а именно любовь, любовь человека, которого мне очень не хватало. Я работала с детьми сутками, просто сутками. И все меня хвалили, и все учителя смотрели с завистью, злостью на меня. Знаете почему? Секрет успешности женщины, карьерного взлета – это несчастная жизнь, несчастная судьба. То есть женская несчастная судьба. Она дает карьерный взлет. Я не знаю ни одну женщину, которая добилась больших успехов, будучи любимой, счастливой. Ей просто это не нужно. Она не хочет она дальше, она не хочет портить свой мир, вот этот маленький, там, где о ней заботятся, любят. Не знаю ни одну такую. Но я знаю директоров заводов, директоров школ, депутатов, женщин, общественных деятелей. И все эти женщины, если спросить, если покопаться в их биографии, они ужасно одинокие и очень несчастные именно вот в женской своей доле. И они всю свою страсть, любовь и всю свою энергию направляют просто на вот эту вот карьерную лестницу. И это правда. У наших мужчин есть совковский менталитет. И неважно абсолютно, русский он, грузин, армянин, осетин, вообще без разницы. Вот одинаковый менталитет я заметила у них. И чего только не было. И фотографии отправляли, постельные сцены. На мой день рождения отправляет человек мне фотографии. Причем нормальные отношения, ничего так. Вроде встречались. Постепенно что-то переходило в серьезное. И мне на день рождения отправляется фотография, где баба на нем сидит. И он машет мне руками. Кто-то их сфоткал. Не знаю, что это за женщина такая прекрасная, которая
который так при всем народе это делает, ну, молодец, конечно. И я ничего не стала ни писать, ни ничего. И, понимаете, я теперь осознаю, почему пытались причинить как можно больше боли. Потому что я такой человек, я никогда не унижусь, не покажу чувств. Я отворачиваюсь и ухожу. Все. Я абсолютно, то есть не буду ни звонить, ни бегать. И они, им, видимо, это, ну, как бы, они этого не ожидали, эффект неожиданности. Им-то хотелось, чтобы я рвала на себе волосы. И видя, что это не происходит, после вот этих расставаний пытались мне причинить как можно больше боли. Отвратительное чувство, конечно. Когда человек тебе все время говорит, вот, ты не просишь никакие подарки, я хочу тебе подарить, а ты говоришь, мне ничего не нужно, ничего не нужно. Просто прогулки, разговоры. Я и никогда бы не позволила себе там что-то мне подарили, принеси. Но когда человек надоедает постоянно, вот ты такая, ты как ежик, ты не даешь, не раскрываешься, не даешь мне быть мужиком и так далее. Хочу тебе подарок подарить. Я думаю, у меня на работе, ну, мне не хватало компьютера, ноутбука, нетбука маленького какой-нибудь. Потому что там очень много печатать, и все время приходилось просить, там компьютер и так далее. Я подумала, я говорю, ну хорошо, если сильно хочешь подарить мне. Они стоили тогда где-то 5000 рублей, эти нетбуки. Они были как печатная машинка, только как бы интернет можно зайти было, и все, никакие там программы скачивать. 5000 рублей, не знаю, ну, по тем ценам. Сейчас, может быть, 1007, пускай будет 15, ладно, самое большее. Я говорю, если хочешь, подари мне такой. Назвала самый дешевый подарок из всех возможных. И он мне сказал, да, хорошо. Потом мне пишут из дома. Уже появились сотовые телефоны, правда, кнопочные. Позвони мне, пожалуйста, есть разговор. Ну, я перезвонила. Он мне говорит, я подумал, вот, а зачем тебе этот ноутбук? Ты можешь мне, если ты еще хочешь с кем-то переписываться? Я говорю, ну, во-первых, там ни с кем переписываться невозможно. Тогда были одноклассники. Ну, насколько я знаю, он там не поддерживал эти все сайты, а может, поддерживал, хрен его. Я говорю, мне это нужно для работы, не более того. Вот, тварь, ты шлюха, ты со мной из-за денег, я так и понял. Из-за подарка, сразу подарки, как все. Мне так стало смешно. Этот человек мне даже пирожок не подарил. И говорит, что я с ним из-за денег. У него какая-то старенькая машина. Ну, все, он работает. У него даже здесь нормально, как бы, он еще и не обустроен, ничего. Я с ним олигарх, твою мать, аллигатор. И вот после этих таких дешевых людей и неприятных таких моментов в жизни мне встретился человек, не с простой судьбой, очень непростым прошлым. Надо на это всегда обращать внимание, но молодость, тупая молодость. И закружилась, понеслось. Мне показалось, что он просто настоящий защитник. Не хочу о нем рассказывать долго, потому что он того не стоит, правда. Но раз уж у меня
был роман с этим человеком, естественно, что, значит, я нашла в нем достойные качества. И мы с ним договорились, он должен был поехать по контракту на север. Он должен был поехать туда. Я ему в некоторых вопросах помогла. У него была бывшая жена. Ребенок был, правда, жены не его, ну, в прошлом. Но они развелись, уже не жили вместе. И он должен был поехать на север туда, обустроиться. И потом я должна была туда поехать, найти работу и после этого забрать ребенка. И он поехал. Я ждала второго ребенка. Звонили, разговаривали, все хорошо, нормально. У меня было внутреннее, конечно, было ощущение, чувство не очень приятное. Но мы же не доверяем чувствам. Может, просто потому, что в моей жизни много раз было такое. Я как-то так со страхом отношусь. Надо верить людям, так нельзя жить. Ну и поверила. И уже достаточно большой срок, 7 с чем-то, постепенно собралась туда. Позвонила ему, созвонились, все, договорились, сказал адрес. Я села в поезд и поехала. Я приехала, один из северных городов. Жуткий просто мороз, холод. Он меня не встречает. Мне это уже было неприятно, насторожило. Надо было не ехать. Надо было не ехать. Но я не подумала дальше ни о чем. И поехала. Приезжаю, это такой поселок городского типа. Дома из бревен, большие трехэтажные такие дома, ну, как здания. Подхожу к дому, и у меня сердце просто колотит. Что-то мне нехорошо. Прям что-то подсказывает, что-то нехорошее внутри. Поднимаюсь по лестнице и слышу там разговор, музыка, шум. Но я знаю, что вот эта квартира, он сказал. Постучалась в квартиру. Открывает женщина. Сзади нее другая. Она смотрит на меня. И, значит, таким истеричным криком зовет его. Он подбежал, посмотрел на меня и говорит: и чё ты приперлась? И, значит, меня так толкнул просто к стене. Закрыл дверь. У меня прям в глазах потемнело, подкосились ноги. Я все поняла. Он помирился со своей женой. Но зачем ты это сделал? Ты зачем с Волгоградской области человека, который носит твоего ребенка, заставил приехать туда и увидеть это все? Зачем ты это сделал? Ты бы мог сказать: не приезжай, я живу с другой женщиной, я вернулся к жене, или жена приехала ко мне, я не знаю. Ты зачем, подонок, это сделал? Что ты хотел доказать? В чем ты хотел самоутверждаться? Это человек, который, у него и детей не было, он говорил: мечтаю о ребенке. Она вот не может, Ленка, родить, не получается. Она родила, что-то там операцию ей сделали после первого брака. Она не может родить больше детей. Я вышла в подъезд, уже собиралась уходить, конечно. Я не зашла, никакие разборки. Я все поняла, что мне тут делать уже. Следом выбегают бабы.
Значит, одна подходит ко мне и, значит, поскольку я с огромным животом, что я могу с ними сделать? И она мне говорит: ты чё сюда приехала, блин? Ты чё? Я говорю: послушайте, девушки, я не знала, что он помирился с женой, он мог бы мне это сказать. Ну, раз помирился, живите счастливо. Все. Всего хорошего вам. Отвернулась, чтобы уйти, она схватила меня за волосы. Я почувствовала жуткий удар по голове. Потемнело в глазах. Она меня ударила ногой в лицо. Причем видит, что я беременная. И мужик, который рядом проходил, он увидел, что бьют беременную женщину. Понимаете, может, если бы я не ждала ребенка, я бы отделала эту тварь. Может, если бы я не была разочарована, внутренне вот это... У меня оборвалось просто, почва ушла из-под ног. И, конечно же, и сопротивляемость моя затормозилась. И этот мужик подошел, значит, их разогнал, меня поднял и помог добраться до, значит, вокзала там, чтобы я уехала обратно. Я вся в крови. Он мне дал номер телефона своей сестры в Москве. Там не ловит связь, чтобы вы понимали. Там тайга, там и связи нету, и тогда тем более. Сказал, что скажешь, что от брата она тебя примет, поможет тебе. Человек случайный. Он просто понял. И он говорит: а зачем, говорит, вы приехали к такому человеку? Я рассказала, что я вообще не... Разве я бы приехала, зная это все? Нет, конечно. И он говорит: девушка, ну как же можно быть такой наивной? Мы же живем в мире животных, понимаете, звери кругом. Не надо никому верить. И будьте осторожны, вы все-таки беременная. И он меня, значит, поднял, вот подождал эта электричка подъехала. Он меня поднял, усадил, попрощался, я его поблагодарила. Звали этого человека Аббас. Чеченец он был. Спасибо ему большое. Я не думаю, что он когда-нибудь его услышит, конечно. Но я помню все. Я поехала. Я поехала в этот город северный. Купила билет до Москвы. Но до Москвы не доехала. Из-за этого пережитого стресса, из-за всего мне стало очень плохо. И у меня отошли воды, у меня началось кровотечение, я упала просто там. И не помню, как меня куда положили, и что. Я только открыла глаза и вижу, что меня выводят из поезда на носилках, видимо, в ближайшей станции. Такой маленький городок. Меня отвезли туда. Так, знаете, достаточно приличная больница, каких много в России. И у меня начались преждевременные роды. Вот его я родила естественным путем. Потому что мой первый ребенок был через кесарево. Я помню, что его вытащили. Я не поняла, что это кровавый такой комочек. И я слышала крик. Я услышала крик. И я увидела, как вот этот комочек повис на руке врача. Эта картина у меня перед глазами. И я помню, что там одна из докторов кричит там: ставьте ей укол быстро. И все, и я провалилась в никуда. Потом мне доктор сказала, что такой укол делают, чтобы отключить мать, потому что она может сойти с ума, что женщина трогается умом.
Она из добрых побуждений это сделала. Спасибо ей большое. Я проснулась через несколько дней, я не помню. У меня было туманное сознание, не буду вам врать, 4 или 5 дней это мне сказали, я даже не помню. Я попросила показать мне его, они сказали, что он родился и умер. Сначала говорили, что мертвый родился, я говорю, не врите. Я слышала, что он кричал. Он действительно умер. Я потом говорила с медсестрой, он умер, у него что-то случилось вследствие удара. Они убили моего ребенка. Лучше бы, конечно, они убили меня, потому что это была моя ошибка и моя глупость. А за мою ошибку ответил мой ребенок. Не могу сказать, что там именно. Ну, от удара он не выжил именно из-за избиения ударов. Я собралась, я хотела его забрать, похоронить. Не знаю даже, как бы я это сделала вообще. Но они сказали, девушка, это невозможно, мы здесь не отдаем. Все. Я говорю, ну вы его хотя бы похоронили или в какой-то клумбочке какой-то держите. Она говорит, ну о чем вы говорите вообще? Зачем нам это надо? Это обыкновенный случай мертворожденного плода. Его хоронят. Увозят, есть у нас кладбище, есть определенное место. Я говорю, можно это кладбище? Скажите мне, где это? Я хочу знать это место. Ну, мне сказали, ты сейчас в таком состоянии, ты не ходить не можешь. Ты все, замолчи, пожалуйста, и больше ничего не говори. Я не стала уже с ними спорить. У меня на тот момент не было ни сил, ни власти, ни возможности, понимаете, спорить с системой. Я была обессиленная, избитая, разрезанная по кускам просто и валялась непонятно в каком городе, без никого. Через недели 2 где-то меня выписали, и я поехала домой. Я поехала в Москву. У меня не хватало денег на поездку. Я продала украшения. В ломбард отнесла на Киевском. Чтобы поехать. И у меня оставалось... То есть я пошла за билетом и увидела старого приятеля, друга. Вы знаете, вот честное слово, у меня порой такое ощущение, что судьба меня кидала вот в клетку со зверями разными. И вот я только от шакалов спаслась, и тут же за мной гиена бегает. Я увидела старого приятеля. Еще в Волжском я в школе работала, я знаю его, он приходил, там что-то монтировали, делали, в общем, хороший парень. Он увидел мое состояние. Я по дурости заплакала, рассказала ему. Он говорит, пойдем отдохнешь. У меня там билет был до какого-то вечера, что ли, ночи. Ну что ты будешь? Пойдем посидим немножко, поговорим, успокоишься. Мы пошли. Я пошла, поднялась к нему на квартиру, сидели, разговаривали, он мне сочувствовал, он говорил, какие же мрази есть, блядь, их там разорвать мало таких тварей. Вы заметили, они все так говорят и поступают еще хуже. И, видимо, молодой человек решил воспользоваться моментом, и женщина, которая, видимо, давно нравилась, ну, почему не воспользоваться, да? В душу мне насрали. Ребенок мой умер.
Я еду с разбитым сердцем домой. Что можно делать с таким человеком? Конечно же, изнасиловать напоследок. И он сел, он достал там выпивку. Я говорю, нет, спасибо, я не пью. Он для храбрости выпил. Говорит, я сейчас приду, ненадолго, сейчас выйду, кое-что там. Он пошел, вернулся, он купил резинки. Мне отвратительно это говорить. Но эта мразь, он пошел за этим. Чтобы потом, если в случае чего, никто ничего не мог доказать. Даже это предусмотрел. Вот кто нас окружает вообще в этом мире? Как после этого не потерять веру в людей, любить их дальше? Не знаю. Не озлобиться. Не стать как та маньячка. Единственная женщина-маньячка в России. Нет, не единственная, конечно, которая кидалась на мужчин. У нее именно такое было в жизни. Она озлобилась и начала мстить всем мужчинам. Он вернулся, он начал ко мне приставать, конечно. Я увидела его сверкающие от злобы глаза. Я поняла, что он меня просто может убить здесь. Я сделала вид, что он мне давно нравился. Это был единственный выход — выжить. Просто выжить. Чтобы он из меня не сделал инвалида, чтобы он меня не прирезал, потом не вывез тайком ночью, выкинул где-нибудь. Я притворилась, что он мне нравился. Ну ладно, раз ты так хочешь, почему бы не расслабиться? И, естественно, это все произошло. Он радостный, довольный. Я улыбаюсь. Я говорю, ну, я бы, конечно, с тобой осталась еще, но ты мне на всякий случай напиши свой номер, квартиру. Мало ли, буду еще заезжать. Он мне написал радостный. Нужно таким тварям дать ощущение, что ты еще придешь, что все хорошо. Даже взять его координаты на всякий случай, чтобы он расслабился. Чтобы эта гниль расслабилась и отпустила тебя. Я говорю, можно я в ванную зайду? Знаете, мне хотелось содрать с себя кожу. Я когда ехала, я подумала, как же я испоганена. Меня испоганили просто. Меня обманули. Убили моего ребенка. Проникли в мой мир, в мое тело. И я сейчас еду вообще ни с чем домой. Туда, где меня не ждут. И это еще не конец был моего ада. Я вышла, села, знаете, такое ощущение, как будто меня убили просто. Не знаю, просто умерло все, ничего не чувствую. Пошла, подождала свой поезд, села, поехала. На полпути там проводница, извиняюсь, я взяла самый дешевый такой. Даже не плацкартный, а какой-то вообще другой был вагон. Проводница, она говорит там, белье будете и так далее. Я говорю, девушка, у меня с собой вообще нет денег, извините. Ну, хорошо. И вдруг она приносит, я говорю, а это что? А это вот женщина оплатила. Ехала женщина. Звали ее Ирина с внучкой. Я ничего не рассказывала, не говорила. Она видела мое состояние просто. Мы с ней поговорили немного. И, видимо, когда эта проводница проходила, она услышала, что у меня нет денег с собой. И она оплатила, она принесла мне поесть. Я говорю, я не хочу, у меня глаза налились слезами. Она говорит, Аня, хватит, успокойся, не все люди звери. Я знаю, что не все люди звери, это правда. Ты еще молода, все переживешь, все пройдет. Она, не зная ничего обо мне, а может, и что-то знала.
Я приехала домой. Зима. Ну, уже следующий день, сутки я ехала. Почти. Уже темно. Я подхожу. У меня родители то разводились, то сходились. И последний раз они вроде бы развелись. Смотрю в окно. Вы знаете, вот удивительная вещь. В этой семье они хотели только одного. Чтобы мы ушли и не мешали их счастью. Мне даже ребенка моего отобрали. Мне все отобрали. Потому что она очень хотела родить сына, не получалось. Вот я родила, и мне все время объявляли, что ну ты для себя еще родишь, оставь нам. Все, я для них все сделала. И даже мальчика им отдала, понимаете? Зачем я нужна? Всякими методами, лишь бы я ушла. Все равно было, где я, с кем я живу, что со мной происходит. Как у меня вообще, я голодная или нет, убили меня или я жива. Вообще все равно. Просто лишь бы я была подальше. Не мешала им. Все, я ушла. И она пригласила моего отца. И я захожу домой. Она увидела меня, как будто, я не знаю. Я, конечно, ей не рассказывала. Она даже не знает об этом. А зачем ей это надо? Разве ей это было интересно? Рассказать, чтобы она потом при всех людях мне это сказала и напомнила. Она бы каждый день говорила: а у тебя ребенок умер, а у тебя ребенок умер, дура. Хе-хе-хе. Понимаете, каждый день. Поэтому для того, чтобы меня не свели потом с ума, с этой болью, я, естественно, ничего не сказала. Там не было понимания, чтобы я рассказывала что-то. Мой папаша меня увидел. Лицо у меня как из концлагеря. Он не сказал, что с тобой произошло. Ты где была? Что случилось? Не. Он сказал: зачем ты приехала? Я говорю: а куда мне идти? Они, знаете, вот такое вот ненормальное просто состояние. Вот с того времени, как мы более-менее начали соображать и понимать себя, ощущать в этом мире, нам все время говорили, что мы должны уйти. Куда уйти? 10-летнему ребенку? Не знаю, 15-летнему ребенку. Куда уйти? Люди, куда уйти? Все родители воспитывают, ставят на ноги, потом, да, ты живешь. Куда уйти? У нас все время нам говорили: уйдите отсюда, уходите, убирайтесь, вас видеть не могу. Куда уйти мне было? Куда? Я была молода, еще не создала своего. Да мне никто и не помогал, мне только уничтожали. Куда мне уйти? Я сказала: куда мне уйти? Он сказал: ты думаешь, кого-то это волнует? И моя мать сказала: так, и все, иди сюда, дверь закрой, пусть она идет куда хочет. Я говорю: мам, мне плохо. Мне чихать. Достали уже. Ты же уехала, что тебе опять не живется? Что ты, блин, что ты хочешь? Первую часть беременности я, конечно, появлялась дома, приезжала, уезжала. Я работала все время. Я ездила по России, возила экскурсии по Золотому кольцу, ездила на раскопки, возила цирки Шапито, была администратором, дельфинарий. Я все время работала, ездила, убегала подальше куда-нибудь. Я отправляла только деньги, они были очень счастливы. И я сказала: мам, мне плохо. Мне уже, я чувствую, мне нехорошо. Мне уже шатает, мне в глазах темнеет. Я чуть не упала. Она говорит: вон, иди там, на кухне ложись там. В общем, меня выпроводили. И мой маленький ребенок проснулся от этого крика. Подбежал ко мне. И я чувствую, что я падаю. Он оделся быстро, пришел со мной на кухню. Я легла, он пошел своими маленькими ручонками, взял полотенец, делает мне компресс. Ему где-то 4 года с чем-то. И кладет мне на голову. Он видел, что надо вот так делать.
Мам, тебе уже хорошо? Я говорю, да, да, мне уже хорошо, не переживай. И он быстро побежал наверх. Бабушка, маме плохо. Понимаете? Извините. Бабушка не пришла. Я ему говорю, сын, иди наверх, здесь холодно, иди в тепле, поспи. Я сейчас немного полежу и приду, не переживай. Мне уже хорошо, я уже вылечилась. И он пошел наверх. Пошел наверх, наверное, там поиграл и уснул. Прошли годы. Все забылось, но после вот этого всего я, знаете, меня как-то что-то внутри оборвалось. Я очень сильно постарела душой. Я работала, но у меня не хватало денег. Я разрывалась на нескольких работах. Ходила как-то в старье. Ну вот, как-то ничего не хотелось. И в какой-то момент встречаю человека, который меня помнил еще с студенческих лет, ухлёстывал за мной. И он мне говорит с таким, знаете, он сначала увидел меня в таком состоянии, он так порадовался этому. Но сами подумайте, женщина, которая не обращала на тебя внимания, не воспринимала тебя всерьез. И вдруг ты эту женщину видишь сломленной, в старых вещах, как-то так, уставшей. Какой кайф, да? Я даже не знаю, я на стоп нажала, когда высморкалась, извиняюсь. Просто немножко воспоминаний, я поэтому не люблю. Мне нужно собраться духом, чтобы это рассказывать каждый раз, потому что это все вспоминаешь по новой, переживаешь в этот момент. Но это надо сказать. И он мне сказал, что ты как-то... Ты чё себя так забросила? Ты чё? Ты посмотри на себя, в кого ты превратилась. Может, и хорошо, что он это сказал. Я говорю, спасибо, учту. И приехала домой, вытащила свои вещи. Совершенно поменяла. Я даже посидела тогда. Прям прядь волос у меня седой такой с того времени. Купила краску, начала за собой смотреть. И начала одеваться, знаете, я даже не знаю, как это объяснить, когда женщины хотят скрыть свою душевную боль. Обычно вот счастливой женщине, да, она должна быть ухожена, все такое, но женщина, которая чрезмерно обращает внимание на свою внешность, очень много вещей, одежды, постоянно какие-то новые кольца и так далее. Это женщина, которая пытается скрыть душевную боль под маской этой роскоши. Это я уже поняла. Потому что счастливая женщина, она спортивку накинула, и она счастлива. Да, у нее там ухоженная, чистая кожа, скажем, волосы крашеные, накрашенные, перекрашенные. Но в любом случае она не запускает себя. Ну, чтобы сказать, что она прям очень сильно занята внешностью очень сильно прям занимаются от несчастья, от внутренней боли. Душевную боль пытаются излечить вот этим внешним антуражем. И вот несколько лет моей жизни
у меня был просто модный приговор. Вокруг меня кружились. Это, наверное, была какая-то такая месть. Пытались знакомиться, всех посылала, всем грубила. Была очень грубая, очень нелюдимая, очень жестокая в этом отношении. Абсолютно вообще ноль внимания к этому полу. Знать никого не хочу, ни с кем ничего не хочу вообще разговаривать. Вплоть до того, пока не приехала в Москву. И долгое время, опять же, попадала в разные ситуации не по своей воле. И не было никакой любви, никакого до одного момента, пока я, скажем, в 30, где-то в 34, по-моему, да, где-то так, решилась, только после этого решилась на какие-то новые отношения. И то закончилось не очень весело, как обычно. Я на этих кораблях прям танцую. Но я вспомнила Шерон Стоун. Она рассказывала о своей жизни и говорила о том, что очень хотела любви, искала любовь. И сейчас понимает, какая она была глупая, что потратила столько лет своей драгоценной жизни на дешевых людей, которые этого не стоили. И как хорошо в одиночестве наслаждаться собой, своей жизнью, своими достижениями. Это истина. Вы знаете, когда с тобой никто не разговаривает, когда никто не обнимает, когда тебе никто не помогает, не объясняет, ну ты молодая, ты глупая, ты совершаешь глупости, у тебя нет жизненного опыта, и тебя футболят, и люди, которые дали тебе жизнь, по сути, им абсолютно наплевать на твое будущее, душу, жизнь, что у тебя случится. Конечно же, я иногда думала, лучше бы я в детдоме росла, там хотя бы воспитатели есть. Может быть, они были бы людьми. В любом случае, сильного человека невозможно сделать слабым. Это еще больше закаляет. Доброго человека невозможно сделать злым. Просто когда люди говорят о своем несчастном детстве, что там куклу не купили какой-то, или вместо белых туфель подарили зеленые, и поэтому вот они поэтому пошли по кривой. Мне так смешно. Я просто концлагерь прошла. И если ты человек, ты останешься человеком. Что бы с тобой ни сделали. Но, невзирая ни на что, я благодарна силам, что они все-таки показали мне грязную сторону этой жизни и дали мне такой опыт и силу духа. В любом случае. Это значит, мне надо было это пройти. И я это прошла. Не знаю, решусь ли еще на какое-то откровение, честно. Вот просто на одном порыве рассказала все, потому что потом, может быть, долгое время еще не решусь на такое. Когда вы захотите жаловаться на свою жизнь, включите и послушайте. И вы поймете, что ваша жизнь не так уж и страшна. Желаю всем удачи, благоразумия и всех благ.